Анонимные номера. Сегодня речь пойдет об анонимных номерах в Telegram. 1,5 года назад, а именно 6 декабря 2022 года, было представлено обновление на платформе fragment.com. Анонимные номера, доступные по цене 9 тонн, что составляло $16,5 на момент запуска. Этот вид номера предоставляет возможность регистрации аккаунта в Telegram, не раскрывая реальный номер телефона пользователя. Суть заключается в том, что анонимный номер представляет собой некую форму NFT, который может быть передан или продан внутри блокчейна Ton. То есть получение номера не требует предоставления паспортных данных, в отличие от регистрации сим-карты, где часто требуется официальная идентификация. Твои личные данные всегда принадлежат тебе. Таким образом, новая функция позволила полностью хранить аккаунт Telegram внутри Ton кошелька, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности. Важно отметить, что переиздание такого анонимного номера с целью несанкционированного доступа невозможно. Доступ к Ton кошельку также остается недоступным, если его владелец сам не предоставит соответствующие данные. Буквально через неделю после начала продаж, 13 декабря 2022 года, с исходной цены в 9 тонн, анонимные номера стали увеличивать свою стоимость на 1 тонн каждые 3 часа на первичном рынке, но при достижении цены в 99 тонн перестали торговаться. В итоге общее число выпущенных анонимных номеров составило порядка 123 тысяч. С таким ограниченным выпуском на фоне огромного пользовательского потенциала эти анонимные номера можно сравнить с биткоином в сети Ton. Но время шло, Web3 плотно входил в жизни людей, требуя больше анонимности. И после полной незаинтересованности анонимными номерами просыпался интерес. Рос курс доллара, рос курс Ton, и стоимость анонимных номеров увеличилась минимум в 25 раз на сегодня. А теперь рассмотрим пост «Диктатор крипто» от 6 апреля. В нем указано: диктатор однажды диктовал: чтобы зарабатывать бабки в Web3, не обязательно иметь капитал или образование, а прежде всего нужен интеллект и настойчивость. Организованность на всех уровнях необходима и нужное время. Время возможностей. Каждый сам может создавать возможности для реализации будущего в Web3. Майнить ноткоин, майнить кошечек, зарисовывать пиксели, объединяться с единомышленниками. Мы находимся на стыке двух систем. На наших глазах создается новый рынок труда. Развитие блокчейн Ton в игровой форме – это гениальное решение познакомить людей с криптоиндустрией и Web3. Мы сами вершим реальность, и каждый из нас может и должен помочь ближнему. Эта динамика создает землю для планомерного повышения ценности анонимных номеров, делая их объектом повышенного интереса и внимания в условиях современной реальности. Нам надо опять обратить внимание, что у Диктатор крипто в последнее время в крайних постах с Пепой есть символика шара с 8. Мы видели, что Диктатор крипто на что-то намекает. В нем был выложен пост со всеми 11 ссылками и надписью «Смотрим внимательно». Время диктовать явление. Читаем. По истечении некоторого времени появилась информация, что в Гонконге на фестивале Web3, где присутствуют мировые звезды криптоиндустрии и, к слову, которую посетил Джастин Сан, мы увидели презентацию Ton и ноткоина, где был виден Диктатор крипто на фоне Дурова и Ton комьюнити. Но также мы не можем обойти молчанием и тот факт, что легион Диктатор крипто является движущей силой для вовлечения миллиарда новых людей в экосистему Ton, а это значит, что нативный токен Toncoin будет возрастать в цене. Скорее всего, этот рост будет экспоненциальный. Самое главное, на этой презентации была фотография, в которой как раз таки находился токен Anon, который Диктатор крипто вставлял в виде подсказок на картинках в своих посланиях. Это значит, что Диктатор крипто диктует то, что мы должны обратить внимание на новое явление. Также там есть посты, что это новое явление должно участвовать в Open League с призовым фондом в $115 миллионов, и те проекты экосистемы, которые заслуживают народную любовь, будут вознаграждены. Поэтому мы должны подключиться к этому пиру. Нам нужны кошельки TonKeeper, Wallet и другие сервисы, которые обеспечивают коммуникацию в Telegram. Кстати говоря, Катазан – это та игра, которая собирается раздавать аирдропы. Для этого надо собирать кошек и подключить свой кошелек. Обязательно участвуйте во всех активностях, чтобы не пропустить эту великую раздачу от Ton Foundation в размере $115 миллионов для комьюнити проектов. Стоит отметить, что многие участники начали скупать анонимные номера, которые сейчас стоят $600. Это значит, что система работает. Увеличивается спрос на анонимные номера, которые находятся во Fragment, в котором, кстати, находится раздача премиум подписок Telegram, которые будут использовать многие каналы, чтобы пользоваться преимуществами кастомизации использования полного функционала Telegram.
Скорее всего, токен Anon, который со старта продаж показал рост более 1600%, будет содержать какую-то утилиту, но люди должны быть более осторожны с покупкой токенов. Многие каналы сейчас будут писать о токене Anon с призывами к покупке, поэтому надо быть вдвойне осторожными. Из-за жадности и эйфории есть риск потерять все. Будьте предельно аккуратны, если вы покупаете разного рода токены с надеждой на заработок. Продолжаем играть в Katizen, майнить Hotcoin, Xblast, участвовать в раздачах, изучать экосистему Ton и Telegram, а также строить крепкое будущее. Aave. Из многих единое. Один за всех и все за одного.